Итак, ребят, продолжаю вторая часть. Обзор выставки охоты и рыболов о зимней рыбалке. Смотрите дальше, будет много интересного. Ребят, шел по выставке, я захожу туда, где интересно, но мне показалась вот эта вещь интересная. Зашел НПП Мегатекс Фрязино. Вот, чем заинтересовало? Я когда начал... Вот, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, Виктор. Я попросил интервью дать. Смотрите, я когда начал в этом году активно ездить, у меня друзья ездили на рыбалку, и они говорили, если не ловится не стоячку, то дрочи. Ну, образно говоря, между нами. Это наше все. Лови на игру, да? Лови на игру. Да, вот. А здесь она сама делает. О, видели? Смотрите. То есть все уже придумано. Все уже придумано за нас. Да. Вот это повиднее, потому что здесь красный есть маркер. Вот, видите? То есть даже плюс можно регулировать частоту колебаний даже. Вот, максимум, скажите, что это такое? Зимние электронные удочки серии «Удачи» мы уже выпускаем очень давно. Это наши уже 10 лет. Да, я не знал, то есть они сначала были электронными удочками Мегатекс, потом получили название «Удача», потом была «Удача 1», 2, 3, и уже вот дошли до модели «Удача 4» с дисплеем, в которой встроен глубиномер, она показывает, с какой частотой работает. То есть вот это отматываешь, она... Да, она считает, сколько лески вы отмотали, сколько домотали обратно. В удочках применяется магнитная ось, то есть мы ушли от осевых катушек, чистая магнитная сила, то есть этого достаточно. Не надо ничего закручивать. Да, ничего зажимать не надо. Ну и во всех моделях функционал почти одинаковый, значит, есть режим постоянных колебаний, там можно регулировать частоту. Что такое постоянный? То есть это вот... Постоянные колебания — это когда удочка постоянно задает колебательное движение. То есть здесь можно регулировать число колебаний максимум 20, минимум 1 колебание в секунду. То есть здесь еще все можно настроить. Есть режим сигнализатора поклевки. Настраивается плюс-минус. Да, плюс-минус. Это больше колебаний, меньше колебаний. Хочешь, тебя будет колбасить. Хочешь, вот хочешь, будет плавненько играть. Да. Также есть так называемый спортивный режим. Третий. Вот. 3 сигнала. 1, 2, 3. Вот. Удочка создает колебания и останавливается. То есть подергала и остановилась. То есть в этом режиме можно настроить время игры, время паузы. Вот по окуню у меня очень хорошо работает 3 на 5. То есть 3 секунды играет, я поднимаю, она остановилась, и я держу. Не пошло. Опять поднимаю, поклевка. Подожди, это когда тебе нужно поднять. Да, так можно просто поставить. А можно поставить, да, она будет создавать колебания, останавливается. Создавать колебания, то есть будет поддразнивать рыбу. Что только не придумывает, вот честно. Это вот Ну, это очень уловистые удочки. В общем, получается, два режима, один плюс, другой минус, один спортивный, где останавливается. С остановками и режим сигнализатора поклевки. Когда ловят со дна, с подсадкой мотыля, режим номер 2. Раз, это что? 2. Когда именно поклевка происходит, да, хорошо. Или как лещ, когда делает выклад. То есть, получается, когда при поклевке, да, она дает световой и звуковой сигнал. И пищит противно. Да. Пищит противно. Да. На подсечке она выключается, чтобы не тратить батарейки. Потому что леща можно там тянуть и 2 минуты, можно и час. Она отключается, наверное, от любой подсечки? От засечки, да. От засечки. Только в режиме сигнализатора. А в режиме колебаний, да, создается напряжение на хлыстик, и она выключается. То есть воспринимает это как подсечку. Круто. А сюда как-то... А как она наматывается тогда сюда? Леска наматывается на шпулю, на катушку. То есть вот здесь пропускается? Да, пропускается через ваш сторожок. Через входное отверстие я начал смотреть снизу, я объясню, что. Думаю, может, здесь электронная намотка. Намотки нет. Нет электронной намотки. В 4-й модели мы немножко продвинулись вперед. Просто я свои спортивные удочки оборудовал, скажем так, системой безразрывной замены снасти. Что это значит? Если у меня на рыбалке, допустим, не устраивает шумовая мормышка, я хочу поставить чертика. Для того, чтобы его не отрезать, я просто готовлю все катушки дома. А на рыбалке просто меняю весь набор.
То есть не пошла мормышка, я беру То такой есть, же набор. получается, ты только коннектор снимаешь и можешь вот так вот заготовить. Вот эти Заправка заготовки. идет через Сверху, свободную через канавку. верх, да? Да, вот, смотрите. Устанавливаю шпулю, Сверху идет канавка. провожу легкое движение, щелкиваю в канавку и устанавливаю на хлыст. Все, снасть готова. То есть не надо 15. Не надо резать, там 15 удочек 15 не удочек. надо. Ну, вот у меня достаточно там вот штук набор 7. и 4 катушки сразу в комплекте. Все дома оснастила, на рыбалке просто Хорошо. ходишь по лункам и меняешь снасти. Скажи, пожалуйста, Виктор, стоимость, вот самая бюджетная твоя вот эта вот. Самая удочка. бюджетная удочка с автоматическими колебаниями — это модель Удача 3. Ну, Она стоит 2800 рублей. 2800. Двух встроенных батареек хватает в зависимости от интенсивности рыбалки от 1 года до 5 лет. То есть если рыбачить в палатке при нулевой температуре, ее хватит на 5 лет. Потом раскрутили А что за винтики. батарейки идут? Круглые таблетки литиевые CR2025, как используются Я в знаю, брелках автомобильных автомобильные, сигналяций. да? Да, Автомобиль. абсолютно На верно. 5 лет их хватает? Да, если в палатке. Если вот ребята берут в Якутию, они рыбачат, у них в палатке минус 25, им хватает на месяц только, но это минус 25 градусов. Хорошо, а вот эти, получается, А наборы? это спортивные, полуспортивные, не электронные, это обычные механические удочки. Вот они у тебя все. Да, здесь. это они работают. Вот на этой мормышечке, на крайней, могу продемонстрировать. Вот Здесь сейчас что? поставлю мормышку в максимальную частоту колебаний, это будет 20. Будет Вот. мелкая дрожь, это на глубины до 1,5 метров, не больше. Потому что больше это, во-первых, чисто физически не сможет. И вот сейчас будем пошагово уменьшать Давай. частоту колебаний. Будет меняться амплитуда сама. И вот такая вот разнообразная игра мормышечек. Да, вот Вплоть замедлил, до замедлил. шатания можно. Можно также использовать с подсадкой мотыля, репейника. То есть удочка они все помогает по-разному. рыбаку создать те колебания, которые не может сделать рукой. Рукой спортсмен максимум делает 9 колебаний в секунду, а удочка делает сверху дополнительно 10, 11, 12, 15 и 20. Я понял про спортсменов. Я про любителей. Я как Да. любитель вообще не люблю вот этим заниматься. Ну, то есть посидишь, чуть-чуть поделаешь. Да, вот это, поделал, не думаешь, получается, блин, ну не бросаешь ловится. и Думаешь, да уходишь. ну фиг с ней. Да, давай попозже там Да. к ней вернусь. А на самом деле вот именно вот постановка руки, вот это усилие над тем, что там 15, 20, полчаса, может быть ни одной поклевки, вот это и утомляет любителей. Они говорят, не, на игру это не мое. Я Да, говорю, да, ты бы да. подождал 31-ю, 35-ю Особенно, когда едешь на минуту. двое сутки, и Да. кто-то там сидит двое суток, пытается, особенно без клёви, часа 3-4. Да, да. то Это это только там- профессионал, спортсмен может определить по погоде, по движению льда в лунке, какую сегодня игру применять. И он без подготовки сразу начинает на нее ловить. А любители, они пока руку поставишь на сегодня вот именно вот так, это проходит от получаса до 3 часов. Плавучесть Уйдет. уйдет, да? Уйдет. То есть надо их Надо, сохранять. да, либо если в руке, естественно, отбрасывать в сторону, если оставлять в режиме самостоятельной ловли, то чем-то защищать от ухода. Ну, понятно, там плата, железо, еще что-то Да, такое. конечно, тяжелое. ПВХ вспененный, он, у него положительная плавучесть, но масса начинки не позволяет ему как поплавок держаться на воде. Ребят, очень много видел боксов для зимней рыбалки. И всегда интересовал именно бокс, который будет не просто удочки хранить, а еще как термический. Термобокс, да. Термобокс. Вот, который, у меня вот оборудование есть, видеооборудование, поэтому хотелось бы, чтобы немного вы рассказали об этом. И видел, что в интернете есть друг, но сам им никогда не пользовался. Ну, давайте я возьму в руки. Да. Значит, смотрите, это уже российская разработка, то есть это разработали мы. Значит, и эти термобоксы производятся на российском заводе. То есть это не Китай, не Япония, не Америка, это российская разработка. Значит, когда мы его разрабатывали, мы поставили достаточно много целей, и основные какие. То есть первое, это ящик должен держать температуру. Да, то есть, Какую он температуру держит? Вот, никакую, а сколько. Да. Значит, мы проверяли следующим образом. Значит, положили туда замороженные бутылки, то есть, будем считать, что бутылки были при минус 15 градусах, например, да? Потому что там лед был из морозилки. Да. Значит, вот они разморозили через 4 дня. 4 дня держал при именно летних. Ну, Всё. комнатный, Комната. там 20 А скажите, пожалуйста, градусов а вот примерно. если я ложу туда, например, продукты питания и зимой еду,
насколько замораживаются они, когда хранятся вот на льду? Вот поставишь там на лед. Они не замораживаются. В суток. течение суток с ними ничего не происходит. То есть они сохраняют тепло. Сохраняют да. то тепло, которое в них было. Да, а да, дальше да. остужается. Постепенно будут остужаться, значит, и Если я, например, минералку поставлю, на зимнюю рыбалку. скорее всего, в течение 2 суток у вас минералка не замерзнет вообще. Больше 2 суток я не Да. ездил. То есть это все будет сохраняться. Да. Тепло. Вот, то то есть, чем уникальность вот этого? Потому что я видел в интернете и сам даже делал из, знаете, какого материала? Пенопласт. Да, едешь в Леруа, берешь этот пенопласт, начинаешь кулибничать, потом понимаешь, что он продавливается, Да, и как бы верно. он не очень такой Ну, хороший. смотрите, пенопласт – это материал, который не служит для нагрузок, да, то есть все-таки пенопласт – это очень хороший изолятор. Да. Вот, но он совершенно, как сказать, не… То есть его нажимаешь, он начинает Да, продавливать. такая вот от… Это пенопропилен. Значит, то он есть совершенно другого принципа. То есть он, во-первых, очень такой пружинистый. То есть он, если вы пощупаете, он как резина немножко. Да, он восстанавливается. Такой, Вот так. да. Восстанавливается. Вот. Формуется он так же, как пенопласт, но у него совершенно другие свойства. Да? То есть он как раз предназначен в том числе для таких контейнеров, там, ящиков и так далее. Значит, прям вертикальная нагрузка 300 килограмм, да, да? совершенно верно. То есть если давайте, мы на него встанем… Давайте, вы встанете, а я вас сниму. Давайте. Ребят, держится. Однозначно. Можем вдвоем встать. Можем вдвоем? Да. Давайте. Давайте, вы вдвоем. Давайте. Ставьте. Становитесь. Еще Давайте. Второй. Становитесь. Да ладно ты. Вот. Прыгать я вас не буду просить. Все, мы уже попрыгали. Соответственно, первая задача была разработать контейнер, который держит температуру. Второе, очень важно, чтобы контейнер был прочный, да, то есть мы гарантируем, что вертикальная нагрузка будет 300 килограмм, то есть любой крупный человек, самый крупный, да, может совершенно спокойно на нем сидеть. Не крупный, я думаю, это 3 постов станут. Да. Плюс ко всему за счет того, что этот материал легкий, да, сам контейнер, как вы видите, весит 1270 грамм. Это вообще ни о чем. То есть ни о чем, да, он совсем легкий. И у него есть очень важное достоинство. Значит, если его полностью наполнить водой, положить его в воду, в прорубь, и на него упасть, он все равно вас будет держать. То есть это ящик-поплавок. Да. То есть по такому... Даже если он набрал воду... У меня друзья жилищники, они выходят на первый лед, когда и иногда привязывают к себе плюшку, либо лодку накачивают, да. И выходит на лед, он трещит, а они там пытаются поставить, да. Потому что дикий клев на первый лед. А здесь можно с ним идти, и он будет поплавком. Даже если он полностью наберет воды, он все равно будет плавать и вас будет держать на воде. Клево. Причем это не голословное утверждение, мы испытывали с московскими спасателями, с МЧСниками. То есть мы попросили их, такого МЧСника, который не боится холодной воды, в прорубь упасть с этим ящиком и попробовать с ним выползти. Вылезти. И мы увидели, что да, действительно он держит. Даже видео есть такое у нас. Понятно. В общем, не только все остальные свойства, но еще спасать людей. Да, то есть он легкий, удобный, термобокс и еще плюс ко всему спасатель. Понятно. Но всем хочу сказать, всем рыбакам, кто ловит зимой, обязательно берите с собой когти. Кого? Когти. Зимники знают, да, потому что с ними гораздо легче выползать, потому что бывает такой лед скользкий, что ты вылезаешь на него, одежда тяжелая, а она тянет тебя назад, а с когтями ты всегда выйдешь. Когти стоят там 120 рублей, 150. Но твоя безопасность нужна. Да. Все, спасибо. Спасибо. Добрый день, Данил. Приветствую вас. Ребят, забрел на фирму, на стенд «Фантом». Объясню почему. Потому что для нас, как и для карпятников, так и для зимних рыбаков, очень важно, чтобы было тепло, хорошо и комфортно. Для меня новая тема, потому что в этом году только зимой начал заниматься, и, честно говоря, у меня зимнего костюма нет. У меня какая-то своя старая зимняя куртка, там штаны в блокпосте
купленный, ну и ничего такого профессионального. А летняя для карповой у меня есть, конечно же, потому что я больше карповой занимаюсь. Вот. Но в любом случае хотел бы у вас узнать, как у местного, я так понимаю, вы с Екатеринбурга Да, мы в производите. Екатеринбурге. Вот. Производители. Получается, если вы сами производите, вы их сами тестите или нет? Да, конечно. Сами вы лично. Ну, я лично, да, сейчас вот зимние костюмы, была выездная фотосессия. Вот, давайте про зимний костюм тогда. Да, Что у вас есть, какие модели, и на что обратить мне, как выбирающему, на что обратить вообще? Какие они должны быть? Но в первую очередь надо определиться, какой бюджет, на какой бюджет мы будем планировать. Если мы, допустим, хотим сэкономить семейный бюджет. Ну да, пусть будет семейный. Да. То есть вот этот костюм вы рекомендуете как Phantom Service, это для бюджета. Да, это бюджетный костюм. Что в нем? Стоимость там и все остальное. Ну да, стоимость в рознице ориентировочно будет в районе 6 тысяч. Ну, это недорогой, могу сказать. Да, ну, да. как бы, ну, с моей точки зрения, потому что я смотрел костюмы 15, 18, 20. Это Да, что-то это нормально. нереальное. Это нормальная Ага. практика, когда Да. зимние костюмы столько стоят. А здесь у нас ткань. Это Oxford Сверху. футбол. Да, разных цветовых исполнениях он сделан. Мембрана с показателями 5000 на 5000. Это честная мембрана. Ага. Рабочая. Здесь у нас Давайте я держу. ага, брюки в области колен изолоновые вставки. Это чтобы становиться на них, да? Да. Чтобы Вот это мы колен- каждый раз на колен- коленке не таскать? Да. Да. Если они снимаются, если надо более увеличить ее, то без проблем это можно сделать. Давайте подержу. Или Мгм. нужно? Нет? Да нет, сейчас мы. То есть вот изолон. Ага. То есть если надо больше, просто мы взяли, поменяли, двойную поставили. Толщину поменять. Толщину, да, Толщину, толщину. А если у тебя нет изолона, то что-то свое подсунул? и Да, всё. или наоборот убрать, если он не нужен. Я понял, отлично. Это удобно, честно говоря, это удобно. Потому что мы на коленях не часто, но Ну, ползаем. бывает, Да, да. вот. И получается внутри весь флис. Да, это флис. Внутри И флис. здесь флис. По талии кулиса регулируется по объему, Мгм. капюшон, ну, соответственно. Здесь у нас в рукавах Ну, это манжеты, да. манжеты. А сколько градусов? Обычно пишут, там 20-30 он выдерживает. Или у вас Вот- такой нет? Вот мы напишем 45. Правда, что? Ну, опять же, я бы хотел сакцентировать внимание на то, что у нас будет под одетым. Ну, понятно, что термобелье, какой-то флис, какой-нибудь Флис, там да. кофта. Мы же... Ну, вот насчет 40, и мы когда снимали, было 30 градусов. 30 градусов, открытое пространство. И порядка 4 часов мы находились на улице. Мгм. Я в нем и сейчас и не замерз. То есть, ну, было комфортно. Понятно. Ну, есть, наверное, что-то и топовое. Чем отличается топовое? Есть, да, конечно, более средний бюджет, средний сегмент. Мгм. Это костюм Stepway. Он представлен в разных цветовых исполнениях. То есть хочешь зеленый, хочешь... Можно вот такой, да, здесь сдержанный коричневый, либо же, допустим, А чем Вот он? такой Вот красный. он минус 25. А чем он лучше с вашей точки зрения? у него, во-первых, мембрана с показателями 10 тысяч на 10 тысяч. А ткань Это водоотталкивание. это да. 10 тысяч паропроницаемости и 10 тысяч водонепропускаемости. Я понял. Да. И что еще? Ткань, используется ткань Таслан. Ну здесь еще мембрана стоит. Вот мембрана как раз Да. здесь с показателями 10 на 10. Да. Есть вот такие интересные вещи. И сколько он стоит? В рознице я Дорогой думаю, материал получается. Да, Удорожание по материалу. всякие вот такие интересные вещи используем. Это что в нем получается? А это фиксатор капюшона, такая Как фурнитура. открывается? Вот таким образом. Так легко и просто. Да. Потом А потом- обратно, да? Потом мы можем ее убрать, либо же соединить капюшон. Да. Ну, это чтобы отходить. Это чисто ваша Ну, разработка, да. Но оно как бы не чисто наше, это Европа. А, Мы увидели, Вы проработали. увидели, сюда привезли. И наверное. проработали, да. Я понял. И здесь тоже мембранка, да? Мембрана, да, но влагозащитная молния. Ну и да, конечно. То здесь есть в первом костюме мембрана с 5000 на 5000 показательно, то здесь 10 на 10. Ух ты. Ветрозащитная юбка, Ага. изолонные вставки в области сидения, в области колен. Фольгированный. И вот Фольгированный фольгированное подклад. все это. И фольгированное очень хорошо. У меня тоже куртка есть такая обычная. Я хожу, фольгированное очень тепло. Здесь кулисы, которые регулируются по объему, разнообразные. И множество
карманов. Это, получается, ваша топовая модель примерно ориентирована, сколько она будет стоить? А в районе 10, розница в районе 10 тысяч. Розница в районе 10 тысяч, да? Ну, в принципе, главное, что не по 25, как говорится. Ну да. Здесь уже, а то говорят там, то дай какие-то еще костюмы. Смотрите, Данила, у меня еще один вопрос. Так как я занимаюсь карповой рыбалкой, то мы начинаем сезон где-то, когда вода прогреется, где-то от 7 градусов. То есть, получается, это демосезонный костюм. И именно ветер, конечно же, нас мучает, да? И мы очень любим того флисовые, потому что это тепло. Может быть, что-то у вас есть как раз осень в лето уходящее? Костюм перч. Что внутри? А внутри сетка. Он как раз для... Ну как раз вот наша тема, да? Да. Когда вечером раз одел, и вот эта сетка, она, ну, не нагреваешься, но от осадков держишься нормально, да? Да, конечно. У него проклеены швы. Мембрана тоже здесь с показателями 10/10. Вот такие брюки, да, если помощи не нужны, мы их просто убрали. То есть это все отстегивается? Это все убирается? на всех моделях все отстегивается. Я понял. Отлично. Спасибо за рассказ. Приятно, что наши производители делают хорошие костюмы. Да, вам спасибо. Ребят, зашел на стенд с термосами, было написано Арктика и термосы номер 1. И вот это меня как раз задело, чем отличаются обычные термосы от номера 1. Вот, хочу узнать вас, смотрите, по зимней рыбалке. Все мы ездим на зимнюю рыбалку и берем с собой термос, чаек, там еще что-то такое. Вот что посоветуете? Вот самый это ваш универсальный, ходовой, такой, ну, востребованный термос. Я понимаю. Я бы тогда порекомендовала в первую очередь это серия 105. Арктика. Да, Арктика. Универсальный Да, термос. можно открыть? Да, пожалуйста. Это для напитков термос. Дополнительная чаша. Очень здесь интересная пробка здесь. Позволяет всего сделать 1,5 оборота, вы можете уже я ищу кнопку, как это. Конечно. То есть это, кстати, гораздо даже удобнее, чем кнопка в плане именно по пользованию. То есть кнопка, она в любом случае когда-никогда выйдет из строя. А это надолго, долговечно, причем это у нас очень глубокая пробка. То есть чуть-чуть. То есть, да, здесь кольцо уплотнения, то есть это как раз-таки поможет сберечь зимой тепло, то необходимое. Сколько держит на морозе? Вот на лед поставил, и вот сколько он? Этот будет держать 28 часов. То еще, вот, может быть, что для зимней рыбалки интересного, просто из... Конечно, я вам сейчас расскажу, у нас очень много интересных моделей. Не все, а вот такое, да, вот, что я востребовано. понимаю. Вот есть вот такая очень Это крутая что? модель. Это Так серии- громоздко выдержит. Да, тайга, он, конечно, громоздко выглядит, но смотрите, Вы сюда, пожалуйста, очень поворачивайтесь. интересная вещь Давайте такая его есть, держать. что его можно взять в варежках, самых толстых варежках, у него очень стальная такая крутая ручка. Вот. Пробка точности такая же, можно также налить. А здесь две кружки. Вот да, это, полноценные две вот кружки это для нас можно актуально. поделиться Что с две- компаньоном, Да, совершенно верно. не факт, что мы нальем, конечно же, чай, но две должны быть кружки. Да, это здорово. Вот. То есть для зимней рыбалки, вообще в принципе для зимы, для активного отдыха зимой, термос А вакуум это прекрасный. что такое означает? То, что здесь Вакуум это дополнение? получается внутри там колба, Да. еще дополнительная металлическая, между нее как бы выкачан весь воздух, именно вакуум. И за счет того, что там вот именно нет воздуха, вакуум, он и создает вот этот эффект, что он держит температуру. Здесь написано 32 часа, Да. степень брутальности 50%. Да. Протестирован суровой тайги. Вы ходили в суровую тайгу? Ну, я 40 сама лично, градусов, конечно, 40 не градусов ходила, нет? но у нас действительно есть наши покупатели, которые брали его в тайгу, и он выдержал, правда, выдержал все эти испытания. Этот термос по праву считается именно таким брутальным. Он И почем? 3820 рублей. В рознице, да? Да. А вот это вот, который был такой доступный, вот. Он, показывали. его стоимость 1560 рублей. 1560. Да. Также я понял. хотела обратить ваше внимание, у нас интересная тоже линейка для осенней. Это так какая, скажем, это рыбалки. old school какой-то, да? Вот Ну, больше термосов таких больших, думаю, Да, да. то есть здесь складная ручка очень удобная, тоже, да, термос.
глубокая чаша, та же самая нужно пробка. две чашки. Приехал с Чтобы- напарником, две. Да, если Две. две чаши, тогда можно использовать вот такой термос. Давайте побольше покажу. Вот объем. Вот. Здесь как раз-таки две чаши. Использовать можно вот первая, Вот, да. вторая. Ой, да еще они больше на стопки похожи. Всё равно. Да, это тематическая такая вещь. Да, да. и здесь еще, если обратить внимание, да, если взять обычный классический термос, и вот такой здесь зауженное горлышко, Ага. что обеспечивает больше сохранения тепла. И пробка тоже получается глубокая, то же самое можно выкрутить только часть этой пробки, да, и уже налить напиток. Плюс к этим термосам у нас очень есть интересная вещь. К этому А еще термосу к этому мы термосу? предлагаем вот такую пробку-ситечку. То есть ситечку Заварка. можно открутить, туда можно залить, засыпать Это заварку, заварка. конечно, это очень удобно. Очень Ребят, поближе покажу. Смотрите, заварка. То есть ты взял с собой, да? и нужно поменять. Выкинул ее, другой Конечно, раз конечно, кипятком залил. очень удобно. И не только заварка, но и различные травы. Ну, Можно неважно, заварить. что сюда Да, заварить. Да, совершенно верно. Для летней рыбалки, чисто для летней. Вот я люблю Они карповую для рыбалку. летней рыбалки тоже подходят. Вот это для Для летней. летней тоже подходят. Они Спасибо большое. Спасибо. Итак, друзья, это был обзор выставки «Охота и рыболовство 2021» по зимней рыбалке. Всем, кому понравился, ставь лайк, пиши комментарий. Всем, кому не понравился, ставь 2 дизлайка. Но тоже подписывайся. Всем не хватает. До новых встреч!